Канада не для слабаков, Америка только для лучших. Ничего не делание — это тоже действие. Люди, которые эмигрировали, я считаю, что это люди, которые идут к прогрессу. Сейчас все будет шикарно. Все просто вот так вот полетит, деньги, богатство, документы. И тут ты понимаешь, вы мечтали о жизни за границей, но почему-то внутри вас все чаще и чаще появляется чувство разочарования. Кажется, что должно быть лучше, легче, интереснее, но вы сталкиваетесь с одиночеством, со стрессом и с мыслью о том, а может быть, я зря переехал. Вы не одиноки в своих переживаниях. Я уже более 8 лет в эмиграции. Сегодня я расскажу, почему многие эмигранты несчастливы и как наконец-то изменить свою жизнь к лучшему и стать по-настоящему счастливым. В этом видео я основываюсь на своем опыте и на опыте своих знакомых и друзей, таких же эмигрантах, как и я. Что ж, мы собираем чемоданы, покупаем билеты и улетаем далеко-далеко в ожидании прекрасной, замечательной жизни. Но чаще всего эмигранты сталкиваются в разочарованиях, и они приходят, можно сказать, даже в первые месяца после того, как вот эта вот пелена прекрасной жизни проходит, и ты открываешь свои глаза и понимаешь, ты поменял место, но в целом, кроме локации, ничего не поменялось. И тут приходит разочарование в ожидаемом успехе. Я помню свою первую иммиграцию, мне тогда было 18 лет. Я многие годы пыталась выбраться из Крыма, переехать в Польшу. Я это сделала. Первые 3 месяца были идеальными. Я отдыхала, тратила свободные деньги. Они в какой-то момент закончились, и тут уже пришло время реальности. Я опустилась, так сказать, из небес на землю. Да, и вот эта реальность, это рутина, да, это бытовуха, которая везде есть, от нее никуда не скроешься. Она меня настигла в Польше, и тогда у меня началась депрессия, и я, конечно, не ходила к врачам, но я предполагаю, что это была депрессия, потому что было очень уж худо. Я справлялась тяжело первые полгода, даже больше, потому что это было очень напряженное изучение языка. Я жила у женщин, которая давала мне работу. Это было не супер удобно. Мне не супер приятно было работать там, где я работала, но это был мой опыт. И мне было жутко тяжело это пережить. Тогда, в 18 лет, я жила в каком-то сказочном мире, где все будет прекрасно, потому что будет прекрасно. И я не сильно понимала все аспекты жизни относительно даже того же заработка, хотя я работала с 14 лет, но это была совершенно другая жизнь, совершенно другое понимание этой жизни, где я никому не была нужна. И это очень сильно ударило по психике. Я думаю, многим, даже если мы приезжаем с семьями нашими, да, с детьми, как мы переехали уже с мужем в Канаду, мы все равно чувствуем отсутствие наших близких, и это очень сильно давит на нашу психику, на ощущение целостности, на ощущение радости жизни, на ощущение того, что ты с кем-то можешь это разделить. Даже если у тебя есть эти деньги, возможности и все, что ты можешь заработать, да, этого не хватает, это сильно разочаровывает и приносит много грусти. Во всяком случае, индивидуально, лично у меня, так и у моих знакомых также. Интересно, как у вас? Было ли у вас такое ощущение? Или вам в целом хватает разговоров по видеосвязи? Ребята, спасибо большое, что вы со мной, что вы смотрите это видео, что вы подписаны на мой канал, а также что оставляете ваши лайки и комментарии. Я очень рада общаться с вами каждый раз, получать интересную информацию, а также счастлива делиться с вами чем-то, чем я могу поделиться. Спасибо вам большое. Ну что же, и следующий аспект приходит через некоторое время. Сейчас все будет шикарно, все просто вот так вот полетит, деньги, богатство, документы, и тут ты понимаешь, нет, документов-то нет, проблемы с миграционным статусом есть, деваться особо-то и некуда. Вообще ситуация у нас сейчас такая, что войны повсюду, да, куда не поедешь, там война, люди с Израиля уезжают, с Украины уезжают, с России уезжают, отовсюду уезжают. И деться в целом-то и некуда. Люди думают переезжать в Европу, в Европе свои проблемы, в Европе иммигрантов не сильно любят, как вы знаете. Америка, Канада, да, думали, здесь шикарное место. А нет, вот здесь у нас тоже есть теперь некоторые проблемки. Налоги, оружие в Америке, от которой многие иммигранты бегут. Как раз недавно снимала видео «5 причин, почему вы не справитесь с жизнью в Канаде», потому что Канада достаточно сложная страна, да, здесь другой менталитет, другие люди. Можете посмотреть и узнать, почему именно в Канаде будет сложно жить. Поэтому это все, конечно же, на нас влияет. Мы неосознанно начинаем тревожиться, нервничать, и все это вводит нас в глубокую депрессию. Ну и, конечно же, проблемы с миграционным статусом, когда ты не знаешь, что тебе делать, уезжать тебе, не уезжать, сможешь ли ты продлить свой статус или нет. В общем-то, мы сейчас находимся в такой ситуации, нам нужно продлить наш статус до осени, и мы не знаем, получится это сделать или нет. Я надеюсь, что да, но просто мы сейчас вот в таком подвешенном состоянии. В целом мы в подвешенном состоянии уже более 3 лет, потому что, война, вы знаете, сами началась 24 февраля.
И как бы там ни было, это моя страна, да, Украина, и я очень переживала за это все, и до сих пор переживаю. Поэтому да, я думаю, как и каждый из нас. Из-за этого же мы переживаем о неопределенности из-за будущего, потому что война, потому что неопределенность с документами, потому что ну, ты не знаешь даже, когда встретишься со своими родственниками. Я, может, говорю какие-то вещи, которые вроде бы кажутся, ну, знаете, понятными. Но я осознала, что последние полгода я жила как зомби. Нет, как какой-то просто... У меня была пелена над глазами, и я жила и не понимала даже, почему у меня есть определенная тревога, страхи, грусть, вот это вот какое-то депрессивное состояние. Ну, во-первых, что я сделала? Я исключила, постаралась исключить хотя бы пролистывание ленты, где я смотрю какие-то ужасы вечно. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то там что-то сделал с кем-то. То есть это еще сильнее. У нас и так жизнь, ребятки, у нас и так жизнь такая, что ты просто не знаешь, где и как спрятаться от всего, что происходит в этом мире. И вроде бы казалось, мы в Канаде, мы в безопасной стране, все должно быть хорошо, но нет, ты скроллишь эту ленту и видишь, что там какая-то херня происходит, и все равно начинаешь внутренне тревожиться. Я знаю, что это страшно, я знаю, что многие вещи мы не можем изменить. Если мы хотим на что-то повлиять, мы можем. Часто это делать через интернет. Вот. Но переживать из-за этого нет смысла. И это мой такой вот последний апдейт моей новой версии, когда я думаю, что нет, нужно прекращать постоянно это скроллить. Я чувствую жуткую тревогу после этого. И, может, вы задумаетесь, если вы тоже были вот такой вот в пелене и не понимали, что происходит, может, вам это будет таким знаком, что хватит тратить свою жизнь на пролистывание ленты. Хотя бы каких-то новостей и мерзких злых вещей, да. Дальше под это все подходит еще неудовлетворенность нашей жизнью. Конечно же, в эмиграции мы не будем жить как короли. Скорее всего, да, мы приезжаем ни с чем, мы приезжаем и начинаем все снова. Мы чаще всего уходим на нелюбимые работы. Тут совет один — искать то, что вам нравится, и пытаться это монетизировать. Например, мне нравится фотография, и я развиваю здесь свой фотобизнес. Да, вы любите делать брови кому-то, пожалуйста, идите делать брови. Или вы, например, хэндимен, да, который умеет ремонтировать, пожалуйста, монетизируйте это и станьте хэндименом. Или вы, например, ремонтировали машины, и вам это нравится. То есть желательно, где бы вы ни были, идти не на простую работу, а стараться идти во что-то свое. Я знаю, это сложно, и я знаю, что многие люди не могут получить документы из-за этого. Но, как видите, даже мой муж, работая уже 3 года на официальных работах, все равно правила меняются, и мы все равно не можем успеть податься на какие-либо возможные программы, потому что они вечно изменяются. Поэтому я не знаю, стоит ли гнаться за программами или просто жить так, как ты живешь, и в какой-то момент это будет решаемо, потому что иногда просто ситуации такие оказываются, как и у нас. Мы вот почти уже были готовы подаваться, как раз программа закрылась, и мы такие, опа. Я думаю, эта ситуация для многих знакомая. Может, в Европе не совсем так, но в Канаде, во всяком случае, так. В Америке вообще, насколько я знаю, в последнее время с программами, там ничего нет, и иммигрантов оттуда вообще хотят выпроводить. Но я не думаю, что так будет на самом деле, но, во всяком случае, такие новости ходят. Ну и тут я подошла к самому, наверное, главному и к тому, что я сегодня хотела бы затронуть максимально активно, а это именно отсутствие про свое психологическое и физическое здоровье. Это то, что мне кажется, делает практически каждый иммигрант, забивает на себя. А особенно можно говорить об этом, когда ты родитель, да, ты мама, папа ребенка или там двоих, когда троих вообще я даже не представляю, как это выглядит. Вот. И тебе нужно все это обеспечивать, работать, убирать, кормить и так далее, и ты вообще полностью забиваешь на себя. Это очень сложно выделять время для себя, я знаю. Но я думаю, что это жизненно необходимо, хотя бы только для того, чтобы чувствовать себя как живой человек, а не как зомби, который существует. Хотя бы давайте начнем с того, что при отсутствии спорта мы теряем наше здоровье, мы каменеем, да, мы толстеем, мы плохо начинаем дышать, у нас начинается отдышка, да, если еще плохо питаемся, то все это может способствовать, не сейчас, так через полгода, через 2, через 3, какое-то заболевание. Зачем нам нужны заболевания? Конечно же, не нужны. Сложно это понять, сложно это принять, сложно это делать, я знаю, и, возможно, мои слова ни до кого не дойдут, потому что слышать что-то и осознавать что-то — это разные вещи. Но также, если уже даже не говорить про это физическое состояние, спорт, какое-то занятие,
важно хотя бы задуматься о ментальном. Потому что я вот только недавно начала все эти практики, которыми занималась ранее постоянно. И я думала, почему все так стало плохо, почему я злюсь? Я злюсь на какие-то простые вещи. Меня злит, что что-то упало, меня злит, что где-то там что-то не закрылось, что что-то зацепилось, что что-то не доделалось. Я злюсь, как, вы знаете, я в состоянии ребенка постоянно и в состоянии агрессии на мир. Хотя мир тут ни при чем. Эта агрессия, она сидит во мне. И я эту агрессию просто в последнее время забила на нее и вообще никак на нее не реагировала. Это огромная ошибка, потому что это, мне кажется, ментально влияет на все, что ты делаешь в своей жизни. Вот если ты агрессивно на все настроен, у тебя все так и будет получаться. Ну, лишь бы как. Потому что у тебя нет терпения, нет чувства того, что ты хочешь это сделать по-настоящему, радости какой-то, ну или даже просто спокойствия и принятия. Да, сложно говорить в эмиграции о спокойствии и принятии, но я думаю, что это то, к чему мы должны стремиться. Как бы там ни было, мы оказались в таких ситуациях, в которых мы оказались. И такие судьбоносные решения, которые мы приняли относительно переезда, они уже случились. Мы либо принимаем это как есть, либо так, меняем что-то, либо стараемся что-то с этим делать, да? И многие, возможно, мне напишут, да какая вообще разница, там, работать, деньги и так далее. Это все очень важно, я согласна. Первостепенно, если у нас не закрыты потребности наши, да, работа, еда, какая-то там безопасность, да, дом, мы не можем говорить о каких-то более высоких вещах. Но я уже говорю с уровня того, когда ты немножко освоился, у тебя есть хотя бы работа, у тебя есть хотя бы, ну, где жить, да, и так далее. И тогда мы уже можем подумать о духовном. И чтобы подумать о духовном, а духовное всегда внутри нас, а не где-то снаружи, мы можем начать делать какие-то практики. И чаще всего это медитация. Когда говорят о медитации, обычно сразу думают, что это вот нужно 3 часа лежать, там что-то себе слушать музыку и так далее. А на самом деле хватает 20 минут спокойного, легкого, просто отпускания всего, что вот у тебя в руках телефон там, или ноутбук, или там у тебя мысли, что нужно приготовить, убрать. Отпустил все это, выделил себе 10 минут, 15-20, полежал, подумал, подышал. И этого уже даже, если ты периодически делаешь, хватает на то, чтобы у тебя появились силы хотя бы избавиться от какой-то лишней агрессии и попробовать, ну, думать из разряда того, что ты хочешь, а не из разряда того, что тебе нужно. Мы часто, особенно мамы, да, которые вечно всем должны, все нужно для всех делать, мы часто забываем про себя. И я уверена, что на эти 3 года, первые 3 года моего ребенка, я очень сильно забила на себя. И это печально, потому что как бы потому что ребенок тоже наше отражение, и если он видит, что мы ведем себя так, то в будущем он будет тоже нашим зеркалом, и он тоже будет забивать на себя, кто бы это ни был, мальчик или девочка. Поэтому самое главное, что у нас есть, да, это наши дети, и хотя бы ради них мы должны быть счастливыми людьми. Я не говорю, что медитации, практики сделают нас супер счастливыми, но они хотя бы могут сделать нас немножечко более осознанными. А если мы уже станем немножечко более осознанными, мы поймем, что мы хотим делать. А после этого уже мы будем делать другие шаги. К этому же практике дыхания, йога, ну и просто спорт. Даже просто если вы пройдете где-то прогуляетесь лишний раз, вместо того, чтобы там смотреть в телефон, это уже будет намного лучше, уже вам проветрит голову. Может, кто-то подумает, что это бред, и скажет, что вообще нечего об этом думать, и я не виню таких людей, потому что некоторое время назад я тоже так думала, и даже это случалось периодами, когда я чувствовала себя лучше, потом хуже, потом лучше, потом хуже, и мне просто в какой-то момент в моей жизни не хватало возможности, энергии и сил, чтобы что-либо делать. Вот был такой период, я не могла, у меня не было ресурса на то, чтобы сделать для себя что-либо. И мне не было почему-то какой-то подсказки, да, от мира. Вот может это для вас такая подсказка. Уделите себе время, дайте себе эту возможность побыть с собой наедине, да, и просто если у вас уже такой этап жизни, когда у вас все более-менее оформлено, да, то дайте себе это время и почувствуйте себя. Также, конечно же, что может помочь от эмигрантской депрессии, да, которая длится, может, годами, это возвращение домой. И это то, что мне помогло в моей первой эмиграции. Я все оставила, я думала, что я уже не вернусь в Польшу, если честно. Я собрала все чемоданы и думаю, нахрен надо? Типа, все, мне слишком сложно. Я вернулась в Крым, я посмотрела на Крым, я побыла там несколько недель и уехала обратно. И я слышу эту историю уже много-много раз от иммигрантов, от своих друзей. Это происходило, наверное, со всеми. Мало кто оставался там, ну, у себя дома, потому что ты уже не станешь никогда тем человеком, который когда-то был там, который собирал свои вещи и уезжал оттуда. Нет. Все. Назад пути нет. Вот если вы сомневаетесь, да,
то лучше этого не делать, потому что, ну, может, лучше и остаться, потому что, ну, потом это будет всю жизнь такое, знаете, вот я думаю, что иммигранты — это всю жизнь такие страдальцы по дому, у которого просто нет. Дома нет. Ну, как бы, почему страдать? Того, что уже у тебя было в голове, те вот эти вот твои воспоминания, их нет. Ну, то есть не только есть у тебя, да, в реальности уже ничего такого нет. Поэтому мы вот такие вот страдальцы по несбыточным мечтам, несбыточному прошлому. Ну, вот такие вещи нужно принимать, да, это не изменить. Дальше психологическая помощь. Я в терапии с психологом уже больше года, уже идет второй. И я на самом деле считаю, что это было одно из лучших моих решений, принятых мной. Мой муж критиковал меня за это, не знаю почему, но мне намного лучше стало после того, как я пришла в терапию. Очень много знаний я получила, знаний по самоконтролю, по другим людям, да, как относиться к другим людям, как общаться с ними, как решать свои какие-то внутренние проблемы, какие-то практики, которые я происходила, лишняя агрессия. То есть, ну, все это, какие бы у вас ни были проблемы, это не реклама психологов, но я считаю, что все-таки многие люди зря упускают аспект психологических проблем, которые каждый из нас имеет. И часто слышу, что да, какая разница, все нужно оставлять так, как есть, и жить с этим. Ну, вы можете принимать такое решение, но это будет ваша ответственность. То есть нужно понимать, что если нужно понимать, что ничего не делание это тоже действие. А если вы хотите сделать свою жизнь лучше, измениться, а так как люди, которые эмигрировали, я считаю, что это люди, которые идут к прогрессу, и в прогресс, если уж вы делаете такие серьезные шаги, как иммиграция, он может быть и не только в том вашем финансовом, да, благополучии, но и в духовном благополучии и психологическом. Потому что многие люди из стран СНГ, я по себе прекрасно это вижу и понимаю, ну, как бы очень травмированы, очень сильно. И это можно излечить, и с этим можно работать. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что очень важно быть готовым к изменениям. И в случае, если вы уже сделали все, вот все вышеперечисленное, да, попробовали уже все, живете уже третий, четвертый год там в другой стране, в Канаде, Америке, в Европе, и думаете, блин, ну, не идет. Что бы уже ты ни делал, как бы ни старался, это просто не стоит себя мучить. Вы можете ехать, куда вы хотите. Вы живете в этом мире, и вы решаете, где вам жить. И если вам совсем-совсем тут некомфортно, то зачем же себя мучить и страдать тут? И потом быть теми людьми, которые через 40 лет говорят, как плохо жизнь. Я тут 40 лет живу, и в Канаде все так плохо. И когда спрашиваешь, а почему они живут, они просто не знают, что ответить. То есть это очень хреново. Послушайте лучше себя, свою душу, свое сердце, да, и едьте туда, где вам будет комфортнее. Конечно же, мир огромный, мы можем выбирать любую локацию, ну, неплохую, да, желательно какую-то более-менее хорошую, и пытаться устраивать нашу жизнь там. Иногда бывает так, что какое-то место нам просто действительно не подходит, и это нормально. И многие пишут людям, которые уехали там из Канады, из Америки: «О, Канада не для слабаков, Америка только для лучших». Типа, ребятки, не слушайте таких людей. Они травмированы, и они пытаются свое чувство собственной важности подкрепить. Вот эти первые 5 секунд, когда они напишут, почувствуют себя лучше, и потом эту черную дыру пытаться опять закрывать такими вот вещами, это просто закомплексованные люди, и вообще никогда в жизни не осуждала того, кто куда-то уезжал. Уехать, переехать в другую страну — это никогда не сделать шаг назад. Многие говорят о том, что типа вот я уехала в Канаду, если я уеду отсюда навсегда там, да, я сделаю шаг назад. Нет, вы можете попробовать. Ну, то есть нас никто не держит, это не игра. Это не игра, кто станет лучше, кто быстрее, кто куда-то едет, кто получит быстрее канадский паспорт, кто там получит какие-то документы в Европе. Это не игра, это просто наша жизнь. И мы принимаем, и мы принимаем решение, где нам жить и как нам жить. И вот я вам желаю и надеюсь, что вы будете принимать эти решения и наслаждаться этой жизнью вне зависимости от ожиданий других, от своих собственных каких-то убеждений, от которых чаще всего лучше избавиться. И чтобы у вас всегда все было прекрасно, и вы понимали, что это ваша дорога, ваш путь, по которому вы идете, и нужно иногда, да, принимать какую-то ответственность за себя, за то, что мы делаем. И, ребятки, я вот действительно это видео записала от души, надеюсь, оно попадет к нужным людям в нужный момент, потому что мне кажется, что иногда мне тоже не хватает вот такого пинка, чтобы какого-то знака, знаете, чтобы почувствовать, ну вот нужно сделать что-то большее для себя лично. И вот это видео, наверное, было попыткой дойти до тех людей, которым именно нужно, чтобы что-то было сделано
Не для кого-то вокруг, не для чего-то, не для получения документов, не для работы, а лично для себя. Я надеюсь, что вы это сделаете. Я была счастлива с вами сегодня поговорить. Пожалуйста, оставьте мне ваши комментарии, что вы думаете насчет этого видео, как вы считаете, все-таки стоит заниматься всякими духовными практиками или забить на это и работать, как работает, заживется, жить, как живется. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. До скорых встреч. Пока.